Всем доброе утро. Дорогие друзья, мы все рождаемся со своей красотой, харизмой, своими талантами. Нам изначально дается определенный лимит, который мы должны за свою жизнь либо истратить, либо приумножить. У нас у всех бывает молодость, своя красота. Кто-то рождается с тонкими, правильными чертами лица. Это еще называют классические черты. И тогда человеку особых усилий не нужно прилагать, чтобы быть красивым, потому что он и так красив. Есть люди, которые рождаются своеобразно. У них своя красота. Может, не соответствует классической красоте, но тоже красота. Молодость, она уже красота. Люди, у которых юность, молодость, свежесть кожи, лица, они уже красивы. И нам кажется, что это с нами будет всегда, что мы всегда без особых усилий будем худые, что у нас всегда будет складная фигура и блестящая кожа. Но, к сожалению, это не так. Мы все склонны стареть. Мы все заслуживаем то тело, которое получаем. Потому что зачастую, забывая о себе, полностью погружаясь в эту гонку за выживание, мы отпускаем и проходим мимо очень-очень важных тем в своей жизни. Каждому человеку дано право в этой жизни достичь многого. Но не каждый человек готов к этому. Не каждый человек желает жертвовать чем-либо, отдавать, узнавать больше, работать над собой. Поэтому из толпы вырываются единицы. Толпа так устроена, что человек, который вырывается из толпы, непременно становится мишенью толпы. И толпа всеми силами пытается вернуть его в свои ряды. Если человек поддается толпе, значит, не заслуживает он той яркой судьбы, о которой мечтал. Но если вопреки толпе он все-таки идет вперед, то его судьба меняется. Еще древние мудрецы говорили, что жизнь человека меняется тогда, когда человек перестает реагировать на происходящее. Когда человек подключает всю свою силу и энергию на то, чего он сможет добиться, а не на то, чего он хотел и не добился. Дорогие друзья, я вам сейчас перечислю 20 страхов. Психологи их называют 20 полезных страхов. Не все в этом мире так, как нам кажется на первый взгляд. Не все, что кажется страхом, не все, что кажется неудачей, таковым является. На самом деле живем не только мы, живет еще и наше тело, наш разум, наша душа. Они все живут своей жизнью. И порой язык тела, язык подсознания, язык души нам непонятен. И приходит к нам страхами, приходит к нам паникой. Мы не можем понять, в чем дело, почему это происходит. И мы ошибочно принимаем это за неудачи. На самом деле это как раз говорит о том, что ваше сознание трансформируется, что вы по новой воскрешаете в этом мире. Вы по новой начинаете жить. Происходит некая прошивка, перезагрузка всего вас. И ваше тело реагирует на это, ваше подсознание реагирует на это, меняя что-то. Для вас это неприятно. Но на самом деле глубинные, скажем так, исследования вот этого всего показали, что это как раз к лучшему, а не наоборот. Когда женщина беременна, у нее случаются всякие разные симптомы, например, токсикоз, который очень противен.
до последнего дня иногда у женщин может быть токсикоз. Многие женщины так мучаются во время беременности, что некоторые из них, у них даже мысли посещают прервать беременность. Быть может, это не очень здоровый плод, потому что они до такой степени мучаются вот этими симптомами беременности, что у них уже сил нет доносить плод. Женщине от этого всего неприятно, плохо. Но ребенку, который в утробе у нее, ребенку это очень полезно. Полезно, потому что если у женщины постоянные, скажем так, симптомы токсикоза, да, вырывание лишнего из организма, извиняюсь за подробности, значит, ненужные компоненты не доходят до ребенка. Женщине от этого нехорошо, потому что ее рвет, и это неприятно. Но плоду от этого очень большая польза, потому что он получает самое-самое лучшее, забирая у матери, и развивается правильно. Так что, дорогие друзья, вот я вам сейчас перечислю 20 полезных страхов, которые были известны издревле. И лучше начали изучать их где-то после XVIII века. В наше время это, в принципе, уже общепринятая информация. Может быть, вы еще где-нибудь встретите немножко в разном стиле. Может быть, не спорю, потому что это в своей психологии изучает, то есть в своих книгах Зигмунд Фрейд, например. И многие философы, и многие мыслители об этом говорят. Но я собрала вот самые такие известные страхи человека, которые на самом деле говорят о том, что ваша жизнь меняется в лучшую сторону. Первое. Когда человек идет к успеху, вокруг него и в его жизни, и в его сознании очень многое меняется. Мы иногда забываем, какие мы были 10 лет назад. Мы не помним это. А на самом деле, если нас вернуть на 10 лет обратно, то мы себя не узнаем. Мы очень сильно меняемся. Это видно окружающему миру. А нам кажется, что мы такие, какие были. Первое, что происходит с человеком, это детские страхи. Это возвращение в свое детство. Если детство было мучительное, если в детстве было мало хорошего, если были разводы родителей, разлад и всего остальное, то начинается путь к успеху от того, что у вас постоянные страхи детства. Страх вернуться в детство, страх остаться ни с чем, страх все потерять и стать беззащитным. Детство начинает приходить во снах, скандалы какие-то устроенные в семье, какие-то неприятные ситуации, боль. В очень ярких снах начинает приходить к человеку. Человек начинает переживать, бояться, думает, что у него начинаются неудачи, видимо, потому у него и есть вот эти все постоянные, скажем так, воспоминания о детстве. На самом деле ваше подсознание перестраивается. Вы начинаете взрослеть, становитесь самостоятельны и более удачливы. И подсознание ваше напоследок начинает из потайных своих чуланов вытаскивать все ваши страхи для того, чтобы вы еще раз перенесли через себя и закрыли эту тему, чтобы вы забыли эту тему. Именно поэтому у вас начинается постоянные возвраты в детство, сны и прочее. Это может продлиться некоторое время, может несколько месяцев, а потом это напрочь забывается. То есть перепрошивка системы вашей, если так грубо сказать, происходит перепрошивка, пересмотр ценностей. И эти страхи
которые вы еще раз пережили, которые вы все время пытались забыть и закрыть, они приходят в вашу жизнь, вы снова проходите вот эту боль и закрываете это навсегда. После этого детские страхи, боль возвращения в это детство и так далее вас покидает. Больше у вас этого нет. Я сейчас рассказываю, многие из вас, может быть, успешные люди, люди, которые добились чего-то, узнают себя. Вот эти 20 врат нужно пройти. Следующее. Растерянность, потерянность, ощущение того, что вы какая-то просто потеряна, что вы потеряли дорогу, вы потеряли руль, вы не знаете, куда идти, вы боитесь неизвестности. Ощущение такое, что ваша жизнь рушится, и что вы себя потеряли, вы не можете понять, что происходит вокруг вас. А на самом деле потерянность говорит о том, что ваше подсознание резко отпустило прошлое и перестало бояться будущего, и вы живете настоящим. И поэтому вы, потеряв вот свои идеалы в жизни, свои, скажем так, основные кредо в жизни, да, направления. Вы же все время жили прошлым, а здесь исчезло куда-то это прошлое, больше не вспоминается. Вы боялись будущего, но страхи будущего уже нет. И что происходит с вами? А происходит, что вы потерялись, у вас смысл жизни пропал. Вы не знаете, зачем вы живете, что вы делаете, куда вы идете. Это говорит о том, что ваше подсознание привыкает жить настоящим, тем, кем вы сейчас являетесь. Поэтому это чувство потерянности, рассеянности, страха, это тоже временно, тоже, скажем так, трансформация мозга и сознания. Через некоторое время это исчезает. Поэтому этот страх, если у вас есть, это только к лучшему. Это значит, вы сильнее становитесь. Вы не держитесь больше за прошлое. Вы за нее когтями не ухватились. Пойдемте далее. У вас активизируется левое полушарие мозга. Если правое полушарие мозга отвечает за фантазию, за таланты, за творческое мышление, иногда и за деньги. Именно поэтому я говорю, что носить на правой руке часы очень полезно. Вы активизируете денежную энергию. То левое полушарие мозга больше отвечает за дисциплину, за, знаете, как порядок в жизни, за такую коммерческую жилку, я бы сказала. Она больше помогает человеку, больше дает идей для зарабатывания денег, для достижения определенной цели. И поэтому, когда вы еще только фантазировали в мыслях, мечтали, хотели, планировали, у вас было активно правое полушарие. А потом резко у вас начинает активизироваться левое полушарие мозга, и вы не знаете, куда девать эту информацию. Я еще раз вам повторяю, вы живете своей жизнью, но ваше подсознание живет своей жизнью. Она вас подчиняет себе, она меняется, но она вам не объясняет заранее, почему так происходит. Вы должны это просто принимать и понять, что это все временно, это все перенастройка вашего мозга. Вы проходите один этап за другим. У вас происходит трансформация, вы становитесь сильнее, удачливее, вы становитесь лидером, идете вперед. И, естественно, ваше подсознание вас туда подталкивает, дает вам определенный сигнал. Но поскольку мы сигналы не всегда понимаем, мы это воспринимаем как панику, страх, как нечто страшное. Итак, активизация левого полушария мозга приводит к тому, что у вас путаются мысли, что вы понимаете, что вы не успеваете ничего. У вас постоянно паника по поводу того, что вы ничего не успеваете. У вас столько идей, вам столько надо делать, а вам, вот у вас времени не хватает, у вас жизни не хватает это все воплотить в реальность. Успокойтесь, сядьте и начинайте спокойно идти вперед, потому что постепенно это уже никуда не денется, это уже активизировано, оно будет все время вам подавать новые идеи.
Если у человека есть желание добиться чего-то, это желание пробуждает все механизмы его сознания и тела. И они начинают работать на него. Вот почему не зря говорят, что было бы желание, всего можно добиться. Или было бы желание, гору перевернешь. Это не просто так сказано. Под ваше желание подстраивается ваше сознание и ваше тело. И начинает давать вам подсказки и сигналы. Вот эти подсказки и сигналы нам нужно научиться понимать. Следующее. Эмоции. Вы становитесь излишне эмоциональны, вы начинаете выходить из себя. У вас бывает такой период, когда вы чрезмерно агрессивны, вы чрезмерно остро реагируете на все. Вы начинаете отчитывать всех, кто не понимает. Вы начинаете видеть всех тупыми, недоразвитыми какими-то колхозными существами, и это все происходит только из-за того, что ваш организм учит вас контролировать эмоции. Для того, чтобы контролировать эмоции, вы должны распознать свои эмоции. Невозможно контролировать то, чего ты не знаешь, не видишь. Когда у вас происходит всплеск агрессии, когда у вас происходит вот этот всплеск эмоций, отрицательных и положительных, вы познаете свои эмоции, начинаете контролировать. Вы начинаете властвовать над своими эмоциями. Но для начала вы свои эмоции должны видеть и понять. И вы должны понять со стороны эти свои эмоции, чтобы сказать, зачем я это делаю, мне это не нужно. Достаточно просто презрения, достаточно безразличия. Но до того момента вы очень эмоциональный человек. И поэтому люди, которые вокруг вас пытаются вывести, могут очень сильно потом удивиться тому, что вы настолько эмоциональный человек, который реагировал на любую несправедливость, в какой-то момент абсолютно отпустил ситуацию и начихать хотел. Это говорит о том, что ваше подсознание вас научило контролировать эти эмоции. Не просто контролировать, а игнорировать эти эмоции и абсолютно не поддаваться им. То есть вам стало все равно. Следующий момент. Сон. Сигнал того, что ваша жизнь меняется к лучшему, это сон. Вы либо очень мало спите, вы либо сонные постоянно, у вас абсолютно нарушается режим сна. Вы то спите, как вареная курица, то спать не можете вообще, то можете проснуться внезапно, начинать что-то делать, то потом можете лечь и обратно спать. Это говорит о том, что ваше подсознание начинает отодвигать на второй план физиологические ваши потребности и на первый план вашу работу и ваши цели, ваши стремления. Это очень хорошо, это говорит об очень активной работе мозга, который вас истощает, потом вас тянет спать, восстанавливает ваши силы, потом снова истощает. Это очень нормально, и это очень правильно, и это присуще очень активному мозгу. Если у человека пассивное сознание, это пассивное сознание ему ничего не даст. Но активное сознание его подведет вперед. Не переживайте, вы все успеете. Ваш организм так перестроит это все, этот режим, что вы все успеете даже с таким непонятным графиком. Пойдемте далее. Внезапные перемены в жизни. Внезапные перемены в жизни, резкие перемены в жизни. Например, человек много лет не мог уехать куда-то, поехать, да даже с семьей видеться. А потом резко срывается, уезжает. Резко получается переехать куда-то, купить жилье где-то. Все, у вас вот это состояние отшельничества и те годы, которые вы потратили для того, чтобы ваше подсознание развивалось, все как бы прорвало эту дамбу, открылась дорога. Далее вы будете переть как танк. Есть много людей, которые уходили много лет, их никто не слышал, не видел. Они занимались самопознанием. Они работали, они что-то создавали, они просто ушли от людей, чтобы всю свою энергию, все свои знания и познания концентрировать на себе. А потом резко явились публике. И уже явились зрелыми, знающими, интересными людьми.
И вот дальше уже их не остановить. Их отшельничество закончилось. Так что если у вас резкие перемены, хоть развод, разлад, расставание с кем-то, или наоборот, схождение с кем-то и так далее, это говорит о том, что в вашей жизни прорвало вот эту дамбу, эту преграду, ограждение, и ваша жизнь уже пошла своим путем. Одиночество. Еще одна часть вот этого развития вашей личности. Вам хочется быть в одиночестве. Вы обожаете одиночество. Вы не хотите больше проводить время с друзьями. Вы не хотите слышать их нытье. Вам уже кажется, они чрезмерно примитивными, чтобы с ними проводить время. У вас меньше становится друзей. Старые друзья начинают уходить. Уходить, потому что они понимают, что с вас уже брать нечего. Ни энергии, ни чего-то иного. И вы сами их не удерживаете. И вам совершенно не больно от их потери. Вам может быть больно от несправедливости некоторое время. Но от потери этих людей и желания вернуть их в свою жизнь у вас уже нет. Потому что они для вас уже слишком примитивны. Вы переросли эту дружбу. Вы уже пошли вперед. Вы абсолютно поменялись как личность. Вы чрезмерно стали сильны. И поэтому они, вот эти слабые, мелкие, мелочные существа, уже вам не интересны. Вам не хочется тратить время на встречи для того, чтобы поболтать с подругами. Вам уже чужие проблемы не интересны. Они у вас уже не вызывают какую-то интригу, какое-то любопытство. Они вызывают у вас скуку. И вы просто устаете от них. Вы начинаете ограничивать свое общение, что заканчивается обидой, что заканчивается концом дружбы. Но вас это уже не волнует, потому что у вас уже совершенно иной уровень подсознания. Вы другой человек. Вам уже это нытье не интересно. Вам уже не интересны примитивные люди. Вы меняете резко свой круг общения. Вы их отпускаете из своей жизни. Просто отпускаете молча. Как они уйдут, это уже их право. Но вы их молча отпускаете из своей жизни. Вы переходите на более высокий уровень. У вас высокая уже планка, у вас высокие мечты. Вас уже не интересуют люди, у которых нет мечты, у которых нет желания, у которых нет внутреннего стержня. Даже если они были ваши старые друзья, они вам уже не интересны как личности. Абсолютно. Вам с ними скучно. И вы с ними понимаете, что ничего не получаете от этой дружбы. Ни в моральном плане, ни в знаниях, ни в чем-то ином. Начинаются яркие сны. Очень яркие сны, которые запоминаются. Это говорит о том, что ваше подсознание яростно работает. Он все время переваривает ту информацию, которую вы получаете. Он все время пытается вам выдать новые идеи. Сны яркие, необычные, какие-то сцены, какие-то подсказки во снах. Вы становитесь более близки к тем силам, которые правят этим миром и судьбами людей. У вас связь с ними становится очень сильной. И поэтому они через эти сны вам отправляют сигналы определенные. Абсолютное желание одиночества. Уже другой этап. Более сильное желание, стремление быть одинокой. Меньшее общение. Вы сокращаете общение до нельзя. Вам нравится больше работать, что-то делать. Вы обожаете работать. Вам не хочется идти на какие-то вечеринки, на какие-то события, на какие-то праздники. Вы начинаете отстраняться от людей. Вы начинаете думать, что ваши все мечты разрушаются. Вот все прахом уходит, и вам, в общем, некуда уже деваться. Ваши мечты рушатся. На самом деле, ваше подсознание говорит о том, что те мечты наивные, которые у вас были, они вам не нужны. У вас более высокая планка. И вас ждет нечто более лучшее, сильное, более великое.
И подсознание начинает просто рушить, начинает уничтожать те мысли, которые у вас раньше были. Начинает пускать просто, как бы сказать, убирать, сжигает все те желания, мечты наивные, которые были, потому что она понимает, что сейчас ваши мечты должны быть более высокой планки, потому что вы сейчас можете этого достигнуть. И у вас ощущение, что у вас мечты крушатся. Вот все, что я хотела, ничего не получается. Не получается, что вы хотели, чтобы получилось то, что надо. Потому что должно получиться намного лучше. Вот у вас это ощущение, у вас работа мозга, у вас подсознание работает, мозг работает, но вы же не понимаете, почему они это делают. Поэтому это воспринимается как паника и страх. Мысли. Мы начинаем понимать, что наши мысли очень сильны, что наши мысли сбываются, они получаются. И мы начинаем уже больше контролировать свои мысли и желания, потому что мы поняли, что наши мысли сильны, и они получаются. И мы уже боимся о плохом думать. Неуверенность в себе начинается. Какой-то страх и неуверенность в себе. Это говорит о том, что еще новый этап в вашей жизни начинается. И ваши иллюзии по поводу людей начинают рушиться. Именно потому вам не за что держаться и цепляться. Это создает некую неуверенность, и как будто почву из-под ваших ног просто убрали. Это просто меняются ценности. Вот и все. Перетерпите некоторое время, оно все абсолютно в никуда исчезнет. Вы понимаете, что у вас еще огромная дорога впереди, и вам становится страшно. Вы только сейчас осознаете, сколько вы прошли и сколько вам еще надо пройти. И это вас пугает, потому что вы начинаете понимать, что вы перенесли, пережили и остались живы. И сейчас, видимо, больше вам нужно работать над собой. Но этот страх тоже исчезнет. Это всего лишь показатель того, что вы поднялись на очень высокую планку. И это может происходить даже за очень короткое время, если вы отдадитесь работе полностью. Вы настолько много знаете, что вас уже удивить ничем невозможно. Абсолютно пропадает чувство удивления. Вы перестаете удивляться чему-либо. Вы не удивляетесь подлости, вы не удивляетесь продажности, вы не удивляетесь лживости людей. Вы уже ничему не удивляетесь абсолютно. И вам уже не хочется узнавать о людях много. Вы боитесь разочароваться в них, потому что вы уже столько увидели в них, и все это не самое лучшее было, что вы уже начинаете бояться узнавать людей. Это тоже говорит о том, что вы помудрели, что вы намного зрелее тех людей, которые рядом с вами. Вы начинаете понимать, что только вы несете ответственность за свою жизнь. Некоторое время становится страшно, но переступая этот страх, вам становится легче. Внутреннее это называется иррациональная тревога. Вы боитесь близко подпустить людей, потому что вы уже очень много от них увидели зла. И вы закрываете свои врата. К вам начинают приходить только избранные. Все остальные просто приятели и друзья, не более того. Контроль и ожидание плохого. Вы себя контролируете полностью, начинаете контролировать, но при этом почему-то ждете плохого. Вам кажется, что что-то случится в вашей жизни, какая-то катастрофа. Тем более, что очень много воронов вокруг, которые об этом каркают. Но через некоторое время вы понимаете, что этот страх и ожидание плохого совершенно вас не касалось. Это касалось людей, которые рассеялись вокруг. То есть ваше подсознание сужилось, закрылось от них, и
понимала, что это закончится предательством. Но в любом случае вытолкала из вашей жизни этих людей. Это и было плохое в понимании того, что у вас было. Это и были причины тревоги, не более того. Это плохое случилось, но не с вами. Бесстрашие и страх за свою смелость. С одной стороны, вы не боитесь никого и ничего. С другой стороны, вам страшно, что вам не страшно уже ничего. Вы перешли эту черту страха, и вам уже совершенно не страшно. То есть внутри и страх, то есть и бесстрашие, и страх от того, что вы так бесстрашны. Это все развитие мозга. Ожидание неприятного внутреннее. И это ожидание неприятного, есть зависть вокруг вас, которая начинается. Но еще раз говорю, ваше подсознание всего лишь реагирует на эти внешние раздражители. Но это ожидание неприятного случается не с вами и не вас касалось. Тревоги, самобичевание, постоянная неудовлетворенность собой, постоянная критика себя, постоянная самобичевание и мучение себя. Я должна была лучше сделать. Это хорошо, потому что как только человек считает, что он уже лучше и лучше быть не может, и он уже себя исчерпал, и ничего интереснее не покажет, он останавливается. Поэтому это где-то хорошо, когда человек вечно собой недоволен. Насыщенность. Насыщенность всем. Имуществом, деньгами, дарами, вещами, людьми, отношениями, насыщенность. У вас ощущение, что вы очень старый человек, что вы старый как мир, что все, что вокруг вас, вы уже проходили, видели, и вас уже ничем этим не удивить. У вас абсолютная внутренняя насыщенность, и вам смешно смотреть наивно на людей, которые радуются тому, что они в ресторан поехали отмечать Новый год или еще что-то. Для вас ценности меняются полностью. И для вас ценность становится пойти в обычной спортивке, взять сок, с любимым человеком пойти посидеть на берегу реки, о чем-то поболтать, поговорить, вспомнить детство, что-то хорошее. Для вас Новый год – это 2 человека, что-нибудь вкусное, что-нибудь сладкое, разговор ни о чем, смех и просто провождение времени. И для вас уже нет абсолютно резона куда-то ехать в какие-то рестораны с какими-то неизвестными людьми, пытаться им понравиться.